Дамы и господа, спортсмены и их болельщики, ценители грации и силы, все уже готовы к взрыву эмоций и накалу честной спортивной борьбы. Второй день квалификации финала Альфа-Банк Кубок Сильнейших вот-вот начнется. Москва, гости столицы, вы готовы к гимнастике высшей пробы? Если да, пошумите! Давайте сегодня покажем это нашим спортсменкам, как мы будем болеть, как мы будем поддерживать эту прекрасную спортивную праздничную атмосферу. Ну и сейчас вместе с вами я бы хотел сделать обратный отсчет, поэтому каждый голос очень важен. Давайте вместе с вами запускаем обратный отсчет. Это не просто цифры, это момент, когда оживают мечты и начинается борьба за финал. 10, 9, все вместе, 7, 5, 3, 1, поехали! Добрый день, дамы и господа! Мы рады приветствовать вас на международных соревнованиях по художественной гимнастике «Альфа-Банк. Финал Кубка Сильнейших». Представляем главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований, судья международной категории Злата Тулубаева. Главный судья-секретарь соревнований, судья международной категории Мария Яковлева. Заместитель главного судьи, судья международной категории Наталья Кукушкина. Судья международной категории Анна Капусткина. Судья международной категории Илона Оседовская. Судья международной категории Анна Курбанова. Судья международной категории Евгений Финкельштейн. Судья международной категории Ольга Фролова. Заместитель главного судьи, секретаря судья международной категории Екатерина Горохова. Второй день наших соревнований начинают юниорки, выступающие в групповых упражнениях. Представляем бригаду судей, оценивающих упражнения с 5 обручами. Бригада трудностей тела. Юлия Кузовлева. Ирина Филатова. Приветствуем поклонников художественной гимнастики. Здравствуйте, дорогие друзья! Вашему вниманию трансляция из Дворца гимнастики Ирины Винер. Это, дорогие друзья, финал, венец серии турниров Кубка Сильнейших. С вами сегодня Анна Шумилова, заслуженный тренер России, старший тренер сборной России по работе с pre-юниорками, и Елена Щербина. Здравствуйте. Ну что, мы ожидаем вторую часть многоборья международных соревнований Альфа-Банк Кубок Сильнейших. 4-й год подряд проводится серия этих турниров, но лишь в этом году они проводятся в обновленном формате. А это значит, что за каждый этап, который проходил в разных городах, в Сочи, Казани, в Москве, начислялись гимнасткам, участницам баллы. И в соответствии с этими баллами, плюс баллы за финал, который мы сегодня с вами будем смотреть, будут вручены кубки, а также мы
живем в современном мире, финансовые премии. Этот фонд финансовый весьма значительный. Интрига сохранялась на протяжении всей серии турнира, и особенно она проявится в финале. Давайте смотреть. Начинают юниорки. Юниорки в групповых упражнениях. Почетное и волнительное право открыть многоборье сегодняшнее предоставлено Республике Татарстан. Удачи, девочки. Зайка моя, я твой зайчик, ручка моя, я твой пальчик, рыбка моя, я твой глазик, банька моя, я твой тазик, солнце мое, я твой лучик, дверца моя, я твой ключик, ты стебелек, а я пестик, мы навсегда с тобой вместе. Зайка моя, я ночами плохо сплю, потому что я тебя люблю, потому что я давно-давно тебя люблю. Я ночами плохо сплю, потому что я тебя люблю, потому что я давно-давно тебя люблю. Команда Республики Татарстан «Небесная Грация». Молодцы, девочки. Хоть у них была достаточно Сафина сложная Гафарова, миссия Амелия открывать Шарафутдинова, соревнования, но не Дина справились Гапиатуллина, хорошо, Дина улыбается. Гурьянова, Кира Фриновская, тренер команды Елена Назарова и Лилия Нужно Борисова, отметить, что хореограф команда Лариса Татарстана Юкова, постановщик попала в упражнений, финал заслуженный тренер соревнований, России Татьяна получив квоту Свергаева. изначально от Небесной Грации. Зайка моя, я твой зайчик, ручка моя. Да, Международная я твой пальчик, рыбка Академия моя, художественной я твой гимнастики глазик, Алины банька Кабаевой, моя, «Небесная я Грация» твой тазик, солнце предоставила мое, возможность я по твой квоте лучик, выступить и дверца групповичкам, моя, и я девочкам в твой индивидуальной ключик, ты программе. стебелек, а Получилась я дополнительная пестик, возможность нам с вами навсегда наблюдать с тобой вместе. очень талантливых, прекрасных, Зайка моя. перспективных гимнасток. Такое шутливое начало, постановка Татьяны Свергаевой. И следующие участники финала представляют Республику Крым.
Молодцы, девочки. Республики Крым. Хорошо справились со своей композицией. Евгения Смердова, София Чеснокова, София Бодня, Кристина Киселева, Екатерина Чуникина. Постановщик Вероника Беляева. Тренеры Анна Я хочу Резадинова, отметить Вероника Беляева в этот и раз Светлана оформление Оленина. зала. Да, безусловно, очень похоже на чемпионат мира, да? И даже вчера я смотрела трансляцию из зала Новогорска, поскольку проходит учебно-тренировочный сбор юниоров, и сразу обратила внимание на это оформление и захватила дух, очень уж напомнила первенство и чемпионаты мира. Да, масса плюсов в таком оформлении. Мы еще, думаю, не раз вернемся к вопросу о зале, в котором сегодня проходит этот финал. А я хотела вернуться к оценке. В первый день многоборья Республика Татарстан получила за свое упражнение с обручами 23,95, а гимнастки из Республики Крым за первый вид упражнений с булавами 21,05 балла. Прекрасная была композиция. Что касается музыкального оформления, это такая роскошная тема Ромео и Джульетта Нина Рота. Там же был Абель Корженевский, прекрасный композитор польский. И все это так было мило скомпоновано. Хорошо смотрелась эта композиция. А сейчас гимнастки из Санкт-Петербурга. Пожелаем девочкам удачи. Обручи они выполнили на 24,55 балла. Запасная гимнастка поддерживает своих подруг по команде. Команда Молодцы. Санкт-Петербурга. Уверенно. Можно говорить о каком-то Мария особом Архипова, питерском стиле Маргарита выполнения Завагина, упражнений. Анастасия Никитенко, Виктория Хотя это касается только юных Я гимнастов. его вижу. Да, прекрасный постановщик Елена Афанасьева. У нее есть свой почерк. Очень сильная хореография. В Санкт-Петербурге
И вот сейчас, когда выступали девочки, мы видели в трансляции вместе с тренером Дарьей Горбачевой, также стоит, переживает Татьяна Иосифовна Колесникова, директор центра «Жемчужина». Вот летом у нас прошли сборы при юниоров на базе Центра художественной гимнастики «Жемчужина». Прошли прекрасно, за что отдельное спасибо. Ну что, оценку мы сказали. Остается только добавить, что эта композиция с булавами была исполнена в сопровождении Дидюли, его концерт «Фламенко». Много сезонов назад Дидюли был очень популярен, да, но вот сейчас возвращение этих мелодий для оформления таких очень артистичных композиций весьма кстати. Да, всегда бывает новое прочтение. Девочки из Новосибирска, которые представляют также Международную академию «Небесная Грация». Успехов! ಬೆಳಕನ್ನು ತಿಂತದೆ ಎಲೆ ಎಲೆಯನ್ನು ತಿಂತದೆ ಮೇಕೆ ಮೇಕೆಯ ತಿಂತದೆ ಹುಲಿ ಇದು ಹಸಿವಿನ ಹಾವಳಿ Команда Новосибирской области «Небесная Грация». Финальная поза. Ева Елизарова, Милана Павлова, Давайте познакомимся. Анастасия Пуля, Кристина Богатырева, Людмила Жаворонкова. Тренер команды Наталья Журавлева и Анастасия Корякина. Постановщик, заслуженный мастер спорта Нина Лазарева. Две девочки 12-го года, совсем молоденькие в этой команде стоят. Да, это еще возраст при юниоров как раз. За булавы накануне команда получила 24 балла ровно. Ну, что касается музыкального сопровождения, очень такая яркая мозаика была использована. Напомню, что сейчас по новым правилам чрезвычайно необходимо выделять акценты в композиции. Но я думаю, что индийская музыка и известного певца индийского Вишлана Дадлани этому способствовал. Там был барабан, как нельзя лучше дисциплинирует во время выполнения композиции.
Итак, Бродяг по пустыне шел, клад искал. Амички. Хан хитрый, хотел бродяга обмануть, не вышло. это музыкальное сопровождение не нужно представлять. Хорошо известный певец, хорошо известная его шуточная песня «Бродяга». В арханах спрятан клад, поведал старый бег бродяги. Мечта лежит в песках, но чтоб ее найти, бродяга на бархане должен вырасти цветы. Говорил мне хан, не ходи на бархан цветы не растут. Говорил мне хан, но я очень упрямый, в песках мои маги цветут. Команда Омской области. Елизавета Яндовицкая, Енина Янус, Анна Берич, Елизавета Ипатова, Ева Сулаева. Тренер команды, заслуженный тренер России Елена Арайс, заслуженный тренер России Оксана Курганская, Татьяна Галайдина, постановщик Екатерина Адельбаева. Не ходи на бархан цветы не растут. Говорил мне хан, но я очень упрямый, в песках мои маги цветут. Команда Свердловской области, вашему вниманию, юниорочки. Чуть раньше выступила команда из Омска с прекрасной юмористической композицией под пение Олега Газманова.
Девочке нужно собраться. Да, тем более, что первый вид упражнения с булавами они выполнили на 23,65 балла. Немножко проще программа у юниорочек по сравнению с сеньорками. Да, Хотя все основополагающие моменты для групповых присутствуют, несомненно, но количественное наполнение разное. Очень популярный элемент фуэте. Эффектная концовка. К сожалению, девочки совершили несколько серьезных ошибок, но несмотря на это они смогли собраться и уже до конца упражнения доделать четко, с эмоциями. Хореограф Денис Заиндинов, постановщик Марина Котнова. Обязательно проанализирует с тренером допущенные ошибки и будут работать дальше. Итак, трудности без обмена в количестве 3, трудности с обменом в количестве 3, трудности с сотрудничеством, то, чем отличается групповое от индивидуальных. Минимум 6 и максимум 10 в порядке выполнения считает. Я хочу отметить, что сотрудничество выполняется в характере, то есть уже в командах это видно, как наработано к концу сезона не просто сухая техника, а компонент артистизма, конечно, уже виден совсем иначе, чем в начале сезона. Не расстраивайтесь, малышки. Ошибки — это всегда отправная точка для чего-то большего. Проанализировать, сделать вывод и работать дальше. Приглашается команда Нижегородской области. Безусловно, команда одна из лидеров наших соревнований, команда Нижегородской области. Результат в упражнении с обручами 25,6 балла. Сейчас мы видим с вами упражнение с 5 парами булав. Очень оригинальные костюмы. Удачи, девочки. Напомню, что эмоции лица бригады по артистизму оцениваются отдельно. Тем более это задача нелегкая, если девочка на ковре 5. Но каждая девочка должна владеть лицом. И если этого не происходит, а лишь только несколько человек из команды выражают эмоции лицом, фиксируется это судьями и снимается 0,3 и даже 0,6. 0,3 лицо и 6 экспрессия тела. Недостаточно.
Взрослая сборная поддерживает своих юных подруг. Команда Мы с вами видели Нижегородской области. ошибку, неточная траектория Варвара Чибирева, полета Валерия предмета. Качева, Дарья И, к Данилова, сожалению, пробежка Ирина также Хайрудинова, будет наказана Полина сбавкой. Корнилова. Постановщик программы заслуженный тренер России Татьяна Сергаева. Тренеры заслуженный тренер России Елена Абраменкова. Заслуженный тренер России Лариса Кирнус. Оценка команды. Чрезвычайно эмоциональные малышки. Масса эмоций. Я думаю, что по части артистизма здесь будет все хорошо. В итоговой оценке я хочу сказать, что наши юные гимнастки и групповички, и гимнастки индивидуальной программы совсем недавно выступали на 3-х играх стран СНГ в Азербайджане. И просто поразительные результаты. Привезли 9 золотых медалей из 9 возможных. Поздравляем тренеров, Поздравляем. гимнасток. Так держать. Команда Красноярска на ковре. И вновь оригинальная концовка. Видно, что постановщики очень хорошо думают, как можно удивить. Да, тем более, что постановщиком является заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка Елена Шаламова. Она работает с сибирскими гимнастками. Хореограф команды Елена Романенко. Постановщик программы Во всех композициях мы сейчас наблюдали создание контрастов. Очень четко видно, как идет один темп упражнения и идет замедление. Ярко выраженное. Это все также оценивается бригадой артистики. Напомню оценку девочек за упражнение с булавами. Она составила 24,95 балла. Разнохарактерные части.
их ведь должно быть несколько в групповом упражнении, которое длится 2,5 минуты. Какое количество? Чтобы судьи оценили по достоинству композицию. Мы видим явно выраженный характер в двух танцевальных дорожках. Дальше, если у нас создается эти 5 частей, когда соединены сотрудничество, соединение, в трудностях тела, мы видим какие-то детали, выражающие характер. Если их 5, то уже сбавка переходит на 0,6. Ну а если мы стремимся к тому, чтобы сбавки не было совсем, то у нас на протяжении всего упражнения должно быть безостановочно выражен характер. То есть все насыщено деталями, выражение лица, ноги, руки, то есть все на протяжении всего упражнения. Мы все к этому стремимся. И знаете, что хочется отметить? Постановщик может поставить эти детали, но девочка немножко неточно может выполнить элемент предмета, траектория сбилась, и ей уже не до этой детали рукой, она сосредотачивается на ловле, и может вот из-за этой маленького нюанса уйти целая часть. Вот, то есть это все взаимосвязано. Хорошая, четкая техника обеспечивает хорошую артистику. Главный тренер сборной России Татьяна Сергаева и старший тренер юниорок и сеньорок Марина Говорова. Наши столпы, хорошо известные в мире художественной гимнастики. Сейчас на их плечах лежит ответственнейшая задача. Гимнастки получили нейтральный статус. Первые ласточки, наши маленькие ласточки, я уже упоминала о соревнованиях в Азербайджане, но также проходили соревнования и в Японии, старейший турнир Iron Cup, и там наши гимнастки также выступали. Но это касается индивидуальной программы, поэтому прибережем эту информацию до тех пор, пока мы с вами не увидим сеньорок на ковре. Приглашается команда «Небесная Грация». Команда «Небесная Грация». Их великолепная, характерная композиция «Лезгинка». Да, всегда хочется пританцовывать. Девочки, удачи!
Ну, умнички. Молодцы. Небесная Грация. Слаженно, четко, эмоционально. Алина Большая группа Прощевыкина, поддержки. Николь Андрочик, Полина Захарова, Кира У команды Брынь, «Небесной Анна Грации». Грязнова, тренер команды Анна Узцова, хореограф Екатерина Белова. Хореограф-постановщик, заслуженный тренер России Татьяна Сыргаева. Девочки получили за упражнение с обручами оценку 24,85. А что касается этой композиции, совершенно очаровывает начало этой композиции. Вот эта картинка, этот сюжет абсолютно просматривается. Даже журчание воды слышно. Такое утро в горах. И затем горячий национальный танец. Все-таки была потеря. На повторе четко мы увидели, к сожалению. Команда Ульяновской области. А я напомню, что право участвовать в финале по результатам, по количеству тех баллов, которые они заработали на этапах, гимнастки получили среди команд. Это 12 команд, среди индивидуальной программы 15 девочек. Так что нам с вами осталось увидеть еще выступление двух команд. Как раз та дюжина золотая, которая участвует в финале. Совсем юные гимнастки сборной команды Ульяновской области. Все девочки 2012 года рождения. И уже выступают в финале Кубка сильнейших. Большие молодцы. Самое главное нашли. Команда Ульяновской области. Кира Егорова, Софья Федорова, Арина Качагина, Анастасия Кокурина, София Хабло. Тренеры команды, заслуженный тренер России Татьяна Грибкова, Юлия Шепелева и Анастасия Егорова. Постановщик Елена Афанасьева. Я свою голову давно к вам-то на плаху положил. То ли умер, то ли ожил. К вам-то на плаху положил. То ли умер, то ли ожил. Что мы наделали, что мы наделали, что мы наделали. Что мы наделали, что мы наделали, что мы наделали.
Дорогие друзья, близится к концу этот финал у групповичек, юниорок. И я хочу сказать, что на первой позиции сейчас гимнастки из Небесной Грации с оценкой, общей оценкой за 2 вида 50,1 балла. На второй позиции 49,55 гимнастки из Нижнего Новгорода. И петербурженки с оценкой 49,25 на третьей позиции. Ну а сейчас вашему вниманию выступление гимнасток сборной, молодежной сборной Российской Федерации. Прекрасно выполненный поворот. Также захотелось поаплодировать прямо в нашей комментаторской комнате. Молодцы девочки. Очень сложная композиция, выполненная в высоком темпе. Сложные сотрудничества, обмены. Практически без смещений на ловлях. Четкие траектории бросков. Большие молодцы. Постановщики упражнения заслуженный тренер России Ирина Зиновка и Дмитрий Степанчиков. Хореограф заслуженный тренер России. Еще раз вспомню соревнования в Шике, в Азербайджане, на третьих играх стран СНГ. Надо сказать, что были определенные трудности, конфигурация зала несколько иная, и девочкам пришлось по ходу менять силу броска. Да. Это, конечно, это сложно все было, но... Ну, у нас в Новогорске есть для этого условия. У нас есть малый зал, который либо называется «Стекляшка». И как раз там не такой высокий потолок, и девочки проводили тренировки как раз-таки в нем, готовясь к этим соревнованиям. Выступили прекрасно, молодцы девочки, и тренеры, хореографы. Федеральная территория «Сириус». Команда также, которая попала по квоте Небесной Грации и вот дошла до финала Кубка сильнейших.
Хороший, уверенный финал. Команда федеральной территории У нас в «Сириус финале Небесная участвуют Грация». две стаи жар-птиц. Под музыку Стравинского одни маленькие, второй среди сеньоров. Даже не знаю, кто милее. Юлия Иванова, Дарья Иванова, тренеры команды Ирина Каменева и Елена Гугулян, хореограф Лариса Белова, постановщик программы заслуженный тренер России Татьяна Сергаева. Еще раз самые лучшие моменты этой композиции. Напомню оценку команды «Небесная Грация». Она составила 50,1 балла в сумме. И мы ждем с вами, дорогие друзья, итоговые оценки. Команда федеральной территории «Сириус» ожидает оценку за свою композицию под музыку Игоря Стравинского из балета «Жар-птица». Оценка команды федеральной территории «Сириус Небесная Грация» 24,2 балла. 24,2 балла получили гимнастки. И сейчас мы с вами увидим итоговую таблицу. Итак, команда сборной России среди юниоров с оценкой 55-45 стала обладательницей кубка. Небесная Грация на втором месте с оценкой 50,1. И команда Нижегородской области 49-55, третий результат. Таковы итоги финала. Интересная борьба. После первого дня соревнований поменялись у нас немножко призеры. Да, ну напомню, что соревнования проходят по так называемой вертушке, соревнования по многоборью. И в первый день соревнований гимнастки выступали с одним видом упражнений, во второй с оставшимся. На повторе мы еще раз можем наблюдать за участницами. Приходится обучать с молодых ногтей, что называется, я имею в виду pre-юниорок, с которыми вы занимаетесь, эмоциям. Или вы сначала концентрируетесь на выполнении технической составляющей для того, чтобы девочки были уверены в себе и могли расслабиться на выступлении? Вы знаете, pre-юниоры, наоборот, они более раскованные. То есть наша задача не упустить это, наоборот, не задавить их этой ответственностью, этой технической, а именно сохранить ту гармонию, чтобы они эту легкость выполнения, непринужденность пронесли до
своего взрослого, так скажем, периода. Я наслаждаюсь этой работой. Это, конечно, калейдоскоп эмоций. Они все разные. Есть такие отличники, скрупулезно повторяющие по много раз. Есть очаровашки, которые так мило строят глазки, что ты просто таешь. Ну, проведена большая работа. Мне удалось просмотреть 62 гимнастки. Конечно, все строго по спортивному принципу, по результатам первенства России. Но также хочется отметить, что мы сейчас проводим тренерские курсы по округам России. И внутри этих курсов участницами, девочками, которые являются показчиками, так скажем, нашего материала, девочки представлены субъектами того или иного округа, по 3 гимнастки. Тем самым можно еще увидеть какие-то таланты, самородки, возможно, по какой-то причине не попавшие на первенство России. Поэтому работа идет. Дорогие друзья, с удовольствием, с радостью приглашаем вас на финал Кубка сильнейших, который проходит в Дворце гимнастики Ирины Винер. И сейчас мы с вами увидим выступление юных гимнасток в индивидуальной программе. Честно говоря, накануне я видела опробование еще до многоборья. Это просто россыпь талантов. Такие девочки замечательные, такие прекрасные, техничные, артистичные, ну просто загляденье. Как вы считаете? Я согласна с вашим мнением. Действительно, наша страна очень богата талантами, талантливыми гимнастками и, конечно же, талантливыми тренерами, которые только в таком союзе могут создать блестящий результат. И, конечно, участие и поддержка родителей очень важны. Рабочие места. Еще раз внимание, судьям просьба занять свои рабочие места. 3 бригады судей оценивают выступление гимнасток. Это бригада по исполнению, бригада трудностей тела и предмета, а также, очень важная в этом сезоне, бригада судей по артистизму. В каждой бригаде по 4 человека. Более-менее понятно, как оценивается, когда индивидуальные программы на ковре, гимнастка выступает в индивидуальной программе, но для меня абсолютная загадка, как оцениваются групповые упражнения, как успевают судьи оценивать группы. Да, здесь действительно должна быть работа настоящего профессионала, который может своим зорким глазом не упустить. Выступающие в индивидуальной программе. Представляем бригаду судей, оценивающих упражнения с булавами. Держать в фокусе всех Бригада трудностей участниц тела. команды. Антонина Кузнецова, Наталья Лощинская. Бригада трудностей предмета. Виктория Аникина, Татьяна Грибкова. Бригада артистической ценности. Анастасия Равская, Марина Дрозд, Надежда Юхневич, Людмила Гальченко. Бригада исполнения. Ирина Филатова, 14 Марина участниц Колюжная, Анастасия в финале Азрян, Кубка сильнейших по Екатерина программе юниорок. Лотц. Судьи на линиях. Ангелина Щербакова и Анна Шашкова. Судья времени Мария Токарева. Представляем бригаду судей, оценивающих упражнения с лентой. Бригада трудностей тела. Динара Сафина, Олеся Ковалева. Бригада трудностей предмета. Ольга Минигалина, Анастасия Жигалова. Бригада артистической ценности. После Юлия первого дня Кузовлева, соревнований у нас лидирует Ирина София Каменева, Альтерикова, Нарина Голубович, 55-65 Вероника ее результат. Шахова. Ксения Бригада Савинова исполнения. занимает второе Юлия место, Дьяченко, предварительно Алина 54,6. Гусарова,
И замыкает тройку на данный момент Каролина Тарасова, 53,7 балла. Ее результат по 2 видам. Впереди основная, я бы сказала, борьба, булавы и лента, коварные виды. Очень часто среди тренеров существует такая фраза: лента решает все. Кто справится с лентой, тот молодец. Мы в предвкушении интересной борьбы. Для тех, кто только приобщается к художественной гимнастике, вы Приглашается видели запасные предметы вдоль линии ковра. Они лежат только по 2 сторонам ковра. Свободная линия судейская и на выходе гимнастки. На площадке Варвара Баранова, представляющая Омскую область. Ошибка, конечно, всегда стресс для спортсменки, но опытная гимнастка умеет собрать свою волю и продолжить безупречно продолжать до последней секунды упражнения. Варвара Баранова. Варвара Баранова. Приглашается Таисия Сердюкова, Москва. А на площадке москвичка Таисия Сердюкова. После 2 видов Таисия занимает 6-ю строчку. Таисия Сердюкова. Молодец, Таисия.
Внимание, опытная ТА, спортсменка. первая бригада, просьба подойти к Я как тренер видела, что она сделала неточный бросок. Траектория пошла неправильно, но она приняла абсолютно правильное решение. Наверняка с тренером есть такая заготовка на случай такой ошибки. И риск будет засчитан. Выполнено 2 вращательных движения базовых под броском и ушла в ловлю ногами. Тренирует гимнастку Евгения Финкельштейн. Ну а что касается умной головы, это обязательный элемент удачного выступления. Доли секунды на принятие решения. Да, это тоже все часть тренировочного процесса, научить гимнастку думать, принимать это решение, потому что, правильно вы отметили, на это бывает доли секунды. И если ты на тренировке не готовишь, это, так скажем, в кавычках, запасной вариант, то очень часто гимнастки теряются. Это видно, не все обладают вот этой сверхспособностью, ловкостью. Поэтому это большая наша тренерская задача — научить гимнастку выходить из ошибки. Потому что девочки не роботы, они будут ошибаться. И вот как раз здесь тренерская мудрость обеспечивает вот этот момент, чтобы не было стресса. Здесь ты должна принять это решение, здесь это. И когда девочка на тренировке делает ошибку, это очень часто хорошо, потому что как раз эта ошибка на тренировке дает возможность обсудить тот или иной способ выйти из нее. Я еще хотела вас спросить, это практически как выглядит? Надо моделировать ошибку или просто выходить из нее правильно, когда она случается на тренировке? А вы Наверное, знаете, так, да? иногда приходится моделировать, потому что, например, ты как тренер понимаешь, что ошибка здесь может быть, но гимнастка ее не совершает. Но все-таки мы должны предугадывать. Гимнастка, которая представляет Небесную Грацию Санкт-Петербург, Каролина Пахтусова. Дача Королиша. Гонка, так называется эта композиция. Люди, которые обладают воображением, я думаю, слышали даже рев мотора. Хорошая девочка. Очень четко выполнены трудности тела, высокие полупальцы. Немного подвел предмет, эти коварные булавы. А также очень сложный элемент Софии Рафаэлли, который девочки часто включают в свои композиции. Он дорого стоит. Возможно, над ним надо еще немного поработать, но попытка была. Да, все впереди. Дарья Хорошилова. Даша самая юная участница финала Кубка сильнейших 2012 года рождения. Среди юниорок личной программы.
Ворошилова. Оценка Каролины Пактусовой 23,85 балла. Приглашаю. Ксения Солей, «Небесная грация». Ксения Солей. Я знаю, что наш эксперт сегодня с трепетом ждала выступления этой гимнастки, поскольку является ее тренером, и очень боялась, что ей придется комментировать. Но хотя бы кусочек, который вы сейчас видели, довольны ли этой девочкой? Ну, к сожалению, была потеря на риске. Неплотно прижала булаву, и она успела отскочить. В остальном Ксюша справилась очень достойно. Очень темповое упражнение под волшебную скрипку Дэвида Гаррета. Эффектное. А сейчас выступит Александра Кирюшина, гимнастка из Ульяновска. Била кудерышки, да на реке оставила ветерушки. Раз, два, люблю тебя, да не жени кружок на Танюшке. Если женишься, спокаешься, да с худой женой намаешься. С худой женой намаешься, да с хорошей накрасуешься. Раз, два, люблю тебя. Александра Кирюшина. Тренеры гимнастки Анастасия Жигалова и Татьяна Грибкова. Девочка участвовала во всех трех этапах. Естественно, особенно удачный был этап, который был в Москве. Первый этап. Она заняла 5-е место в многоборье. А именно по этому олимпийскому виду начисляются баллы. Да, очень высокий результат. А сейчас выступит Николь Ремрачин-Диас.
Николь Эффектный пируэт в кольцо без помощи. Оценка Ксении Был Савиной выполнен. 22,9 Николь. балла. Оценка Александры Кирюшиной 25,3. Приглашается София Ланцова, Москва. София Ланцова, также гимнастка из Москвы. Оценка Варвары Барановой 23,7 балла. Напомню, что Николь Ремрачин-Диас тренирует Лейсан Савицкая. Да, и Тренер, которая была с Лалой Крамаренко, да, нашей вот в группе великолепной. поддержки только что мы Да, могли видеть да. Лалу. А сейчас София Ланцова, ее тренер Наталья Глемба. Le ciel inondera mes marins, quand mon corps frémira sous tes mains. Demande les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me demandais. Il y aurait uni ceux qui София Известнейшая Ланцова. композиция музыкальная «Гимн любви» в исполнении Эдит Пиаф и София Ланцова. Первая бригада. Просьба подойти к главному судье ДБ, первая бригада. София сама говорит о том, что она смотрела фильмы об Эдит Пиаф, очень прониклась этим образом, очень он ей Она очень чувственная погружена, гимнастка, да, она. Несмотря на юниорский образ, такой взрослый, эмоции такие ей были вполне доступны. Но я хочу подчеркнуть, что София Ланцова не так давно вошла в соревновательный ритм, поскольку у нее была травма, она пропустила, Благодарю. восстанавливалась. Сейчас на повторе мы наблюдали элемент с динамическими вращениями, бросок без зрительного контроля и два вращательных движения под броском. Поддержка, конечно, важна. С удивлением на одной из прошлых трансляций и от нашего эксперта я услышала, что, оказывается, традиционно считающаяся 5-метровой лентой юниорский предмет, оказывается, не всегда таковым является. Иногда юниорки берут 6 метров для того, чтобы переход в сеньорский возраст не был такой шокирующий, что называется, труднейший предмет. И тренинг идет заранее, да? Да, это так. И на соревнованиях тоже? И на соревнованиях тоже. И юниорки бывают разного роста. Ну, давайте замрем. Ксения Савинова. Небесная грация.
Нравится Ксения. Савинова. Довольна собой, своим выступлением, Оценка очаровательная Софьи улыбка. Иванцовой 25,2 Ну давайте балла. расскажем, как наши девчонки выступали в Японии. Это же просто прелесть. Первый выезд такой серьезный на клубный турнир. И такие блестящие результаты. В командном зачете наши девочки в составе Марии Борисовой, Ксении Савиновой и Ульяны Янус заняли второе место, получили серебряную медаль. Ксения Савинова стала золотой медалисткой. Ну и все вместе наши девочки завоевали право на следующем турнире миновать квалификацию и сразу выступать в финале. Вот такой блестящий результат. Ну и я напомню, что они все являются партнерами Международной ассоциации «Небесная Грация». А у нас на площадке Кристина Дюпина. Федеральная территория Сириус. С трибуны кричат: Кристина, давай. Бороться до последней секунды программы. Кристина Дюпина. Оценка Ксении Савиновой 28,5 балла. Приглашается Ева Чифтаева, Москва. Выступает Ева Чифтаева. А я могу сказать оценку Ксении Савиновой. Она составила 28,5 балла. Вот такую высокую оценку получила воспитанница Евгении Елисеевой. Очень сложный риск сейчас выполнила Ева. Бросок двух булав с переворота. 4 шане. Ловля в переворот. Держи. Ева Чифтаева. Молодец, Ева.
выполнила свою сложную программу Оценка с такими Кристины красивыми Дмитриевой, музыкальными 24,85 нюансами. балла. Тренирует гимнастку Оксана Приглашается Скалдина. А я напомню, Юлия что в Азербайджане, Проценко, куда Москва. тоже ездила Ева Чевтаева, она завоевала золотые медали за мяч и за булавы. Большая умница. Я хочу напомнить, что Ева гимнастка Красноярской школы, которая продолжила работу под руководством Елены Львовны Карпушенко, нашего великого тренера. И вот сейчас Оксана Валентиновна Скалдина продолжает очень бережно хранить все, чему Елена Львовна научила Еву. Юлия Проценко. Per un marciere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulli, quella parrucca, destra l'alba, quella sentigna, la serviglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, presa la barba, presa il biglietto, Figaro, Figaro, Звучала музыка Россини, Юлия Проценко. Она родом из-под Новосибирска. Влюблена в художественную гимнастику. И когда она приехала в Москву, первым тренером здесь стала Вера Николаевна Шаталина. И много сил приложила, чтобы вот эта изумительной красоты классическая гимнастка смогла справляться со своим быстро растущим организмом. Ну а затем эстафету подхватила Евгения Финкельштейн. И сейчас именно под ее руководством девочка занимается. Готовит новые программы. Молодцы. София Ильтерикова. Ах, София самое обидное на Ильтерикова. последней секунде упражнения допустить ошибку. Очень сложный риск. Оценка Евы Чевтаевой 26,4 3 балла.
София Терекова является не только абсолютным героем игр в Азербайджане, она получала золотые медали и в многоборье, и в упражнении с обручем и лентой, но также и героиня Кубка сильнейших. На всех 3 этапах в многоборье она была золотой. Итак, Каролина Тарасова, «Небесная Грация». Красивый комбинезон. Яркая спортсменка. Пусть все сложится хорошо. Каролина Тарасова. Каролина Тарасова также представляла нашу страну на 3-х играх стран СНГ. Но у нее была достаточно драматичная ситуация. Она выступила несколько раз, баллы в общую копилку она принесла, но затем снялась, видимо, по причине болезни. Ну, кстати сказать, София Ильцарякова здесь, на этом турнире, выступает сразу после болезни, так что будем снисходительны к нашим юниорочкам. Начинается 2-й вид в финале. Елена Николаевна Арайс готовит к выходу свою воспитанницу Варвару Баранову. Елена Николаевна, дочь нашей легендарной Веры Ефремовны Штельбаумс. Такая династия спортивная. Представительница одной из многочисленных династий спортивных фигур в художественной гимнастике. И к этим заминкам гимнастка также должна быть готова, стрессоустойчива. Очень эмоционально переживает за свою воспитанницу Елена Николаевна.
Варвара Баранова. Внимание, ДА, 2-я бригада, просьба подойти к главному судье. ДБ, 2-я бригада. ДБ, 2-я бригада. Таисия Сердюкова, вашему вниманию. Je terminais ma phrase, tout dit, j'ai tout dit, tout dit, c'est gravé dans le marbre, tout dit, et tout dit, si, tout dit, ah, tout dit, ça, tout dit, tu veux que l'on se parle, tout dit, oh ma sœur, Hildegarde, tout dit, des oiseaux dans les arbres. Fini les balades le long du canal, les escaliers des cartes postales, c'est fini. Paris, c'est décidé, je me bats. Paris, Paris, que je te quitte, que je change de capitale. Paris, que je te quitte, que je te plaque sur le trottoir sale. Paris, que je te quitte, que je te plaque sur le trottoir sale. Таисия Сердюкова. Дорогие друзья, у Таисии сегодня день рождения. Ах, как приятно. Мы поздравляем ее с днем рождения, желаем ей крепкого здоровья и В такой огромных обстановке спортивных отпраздновать свой день успехов рождения. и побед. Главный судья поздравляет. Прекрасная традиция художественной гимнастики. C'est gravé dans le marbre, tout dit, et tout dit, si, tout dit, ah, tout dit, ça, tout dit, tu veux que l'on se parle, tout dit, oh ma sœur Hildegarde, tout dit, des oiseaux dans les arbres. Fini les balades le long du canal. Наш стремительный финал продолжается. И сейчас мы увидим выступление Каролины Пахтусой. Mach nicht gegen runter, der Rebbe geht schon tanzen wie der Schah. Still, mach nicht gegen Gewalt, der Rebbe geht schon tanzen bald. Und lass der Rebbe tanzen mit dem Wind. Oh, Mirande, Plätzchen mit den Händen. Still, mach nicht gegen Gewalt, der Rebbe geht schon tanzen bald.
Каролина Пахтусова. Ну, как мы с вами сказали, самая юная участница этого финала. Возможно, у нее не все получилось и в первых двух видах. Мы видели потерю в ленте. Но сам факт участия этой гимнастки в финале такого крупного турнира, где собраны сильнейшие гимнастки, юниорки нашей страны, это факт отрадный. Мы ей желаем удачи. Дарья Хорошилова. Дарья Хорошилова. Молодец, Даша. Да, вот такой петрушка Игоря Стравинского. Пластика этого балета, который в свое время был не принят, но вот остался в годах. И даже в художественной гимнастике. Ксюша, я с тобой. Скажу своей спортсменке. И будем болеть за Ксению. Мы можем радоваться вместо того, чтобы терпеть. Мы можем просто быть собою. И все различия, и горечи сердец — лишь глупости, придуманные нами. Мы люди, мы творение венец. Мы Богом созданы, Его руками. Скажите, что еще нам нужно знать, чтобы любить, не убивать друг друга? Нет времени, чтобы его терять. Нет смысла, чтобы вновь ходить по кругу. Нет слез, чтобы опять их лить. Нет места, где искать спасения. Нет повода себя забыть, теряя крылья вознесения. Можно выдохнуть. Можно выдохнуть. Отдаю дань выбору музыки и тексту, который просто философски ложится на эту композицию и имеет смысл. Мы знаем, что текст, который используют гимнастки, должен быть корректный. Если он на другом языке, его надо перевести и понять, о чем он. Молодец, Прекрасная Ксюша, я композиция. довольна.
Александра Кирюшина. Обаятельная ульяновская спортсменка. La borsetta di mamma, tu l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, siamo da me, non c'è sta niente da fare. Ok, Napolita, tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano. Napoli non sono Napoli l'amore, Napoli è malata, Napoli è l'amore. A Napoli si canta, Napoli si suona, a Napoli si canta una rete sola. Napoli non sono Napoli l'amore, Napoli è malata, Napoli è l'amore. A Napoli è bello, vita Napoli è buona, così come sono io a chiare wow. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, siamo da me, non c'è sta niente da fare. Ok, Napolita, tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano. Yes! Александра Кирюшина. Завершила свое выступление с булавами Александра. Внимание, вторые бригады ДБ и ДА. Просьба подойти к главному судье. Вторые бригады ДБ и ДА. Оценка Дарьи Хорошиловой 25 баллов ровно. 25 баллов получила Дарья Хорошилова за свое упражнение с булавами. Высокий бросок, и должно было быть выполнено 2 базовых вращения. Тогда риск считается засчитанным, если выполнено 2 вращения под броском. Оба вращения должны быть 360 градусов. И если не докручено даже 10 градусов, судья это заметит, и риск, к сожалению, останется неоцененным. Еще одна талантливейшая гимнастка Николь Римарачин-Диас. Сложная ловля удалась.
такая артистичная гимнастка, хотя раньше говорили о ней как о принцессе Несмеяне. Да, в этом владеет компоненте, артистизмом. да, прибавляют спортсменки. Если не ошибаюсь, в этой композиции использована мелодия Лалы Крамаренко. Такая испанская тема. Прекрасный пируэт. Хорошо владеет своими роскошными данными Николь. Но это огромный труд хореографа и тренера, и самой Николь. София Ланцова. Красивый поворот. Роскошно. И сразу аплодисменты. Софья Ланцова. Молодец, Софья. Показала прекрасные трудности тела. Две гимнастки, две Софии, одного тренера Натальи Глембы, абсолютно разные, по словам тренера, девочки. Кстати, они обе Софии, не Софья, а Софии. Мы так и будем в дальнейшем их называть. Ксения Савинова. Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena, 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 Macarena. Hey Macarena. Отлично справилась Ксюша. Со всеми рисками, Да. со всеми фишечками, которые были сделаны для украшения, для судей, для зрителей. Очень эффектная композиция, трогающая.
Оценка Николь артистично. Римарашин-Диас 27 баллов ровно. Впору было маму танцевать. Если еще кто не забыл очень популярную Макарену. Эмоционально, технически, четко выполнены все элементы трудности тела и предмета. Как влетая ножка, да, на ковре во время фуэте. Да, высокие полупальцы — это, конечно, красота гимнастки. Такой риск и ловля ногами, рискованный элемент в конце программы. Да. Часто пробуют это делать, но не всегда удачно. Дюпина, федеральная территория Сириус. Ну, чтобы закончить на яркой точке. Кристина Дюпина продолжает наши соревнования. — 103,15 у Николь Римарашин-Диас. Это наш такой ориентир в этом финале. Кристина Дюпина. Оценка Софьи Ланцовой 27,3 балла. Оценка Ксении Савиновой 28,1. Приглашается Ева Чифтаева, Москва. Выступает Ева Чифтаева.
Молодец. Довольна Оксана Валентиновна своей воспитанницей. Напомню, что Оксана Скалдина, тренер этой гимнастки, является бронзовым призером Олимпийских игр 1992 года. Приглашается Юлия. Очень хорошо Проценко, справилась Ева со своим сложным упражнением. Одно из другого, как ручеек, вытекали движения. Напряженная борьба, дорогие друзья, среди юниорок. Ксения Савинова 110,75, София Ланцова 106,5, Николь Ремрачин-Диас 103,15. Сейчас Юлия Проценко. Прекрасно выполнен сложнейший элемент. Называется пируэт Алины Кабаевой. Держись. Вот сейчас было динамическое изменение, так называемое, которое необходимо делать в композиции, которая будет учитываться командой судей по артистизму. Это самое динамическое изменение очень иногда декоративно выглядит, правда, когда меняется темп. Да, создание такого контраста должно быть. То есть гимнастка движется в одном темпе, а потом как замедленная съемка, такие движения. Как бы призывают зрителей и судьи обратить внимание. Да, обратить внимание. Именно так. Вот. Так и должно быть в упражнении либо два динамических изменения, либо два эффекта вау. Девочка классического склада, гимнастка очень прекрасная внешне. И выступает она под классические мелодии. Это музыка Минкуса, Россини. Сейчас были венгерские танцы Беллы Бартока. Аранжировку делает Валерий Чернышов. Он давно работает со сборной России. И хочу сказать, что это очень нелегкое дело. Подход к таким классическим произведениям и создание мини-композиции, которая в полной мере бы отражала автора. Наталья Абрамова, директор дирекции художественной гимнастики, и главный тренер сборной Татьяна Сергаева. Решают проблемы, которых немало. Да, все для развития нашего прекрасного вида спорта. София Эльтерикова, Москва. Оценка Напоминаю. 26,5 балла. Напоминаю, первый результат, он принадлежит Ксении Савиновой и составляет 110,75. Это общая оценка за 4 упражнения. Сейчас свой последний крайний вид в этом финале исполняет наша золотая София Эльтерикова. Snooping around my door. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping around my door. You can wag your tail, but I ain't gonna feed you no more. Get on.
jet. The feeling balanced down and began to weather. The banner chopping on the chop came a swing. You should have there's not sure, but sing, let's rock. Everybody, let's rock. Everybody, oh, set a block. What's dancing to the jet on the rock? Number 4 steps at number 3. Do the jet, but I have a deep sea. She would be delighted with your company. Come on and do the jet, rock with me, let's rock. Everybody, let's rock. Everybody, hold to the rock. Let's dance to the jet, rock. Вот так соединились свинг и рок-н-ролл. Великолепные композиции в исполнении Софии Ильтериковой. Оценка Юлии Проценко 26,25 балла. Обаятельная, улыбчивая, трудолюбивая София. Так непринужденно она выполняет колоссальную сложность своего упражнения. Произошли изменения в итоговой таблице. Ева Чевтаева по результатам 4 упражнений обладает оценкой в 106 баллов и 35 сотых. Она немножко подвинула на 3 десятых, подвинула Софию Ланцову. И сейчас мы увидим выступление Каролины Тарасовой. Такая композиция зажигательная. И такая досадная ошибка. Очень часто происходит, гимнастка концентрируется на своих сложных элементах. Достаточно, наверное, для Каролины уж точно простой элемент оказался выполнен с ошибкой. А посмотрите, как она попадала в музыкальные акценты, ровно те, которые подчеркивали дуэт перкуссионистов Сафриду. Прекрасная композиция, выражен характер, ярко, подача, смелая гимнастка. Очаровательная улыбка. Ну что, дорогие друзья, Каролина Тарасова, простите, завершила этот финал, завершила выступление на финале Кубка сильнейших, выступления юниорок в индивидуальной программе и вообще юниорок на этом турнире. Сейчас мы с вами будем ждать таблицу итоговую. И по ее результатам
Пока мы имеем возможность еще раз наблюдать за Будем нашими... видеть, кто же обладатель кубка. Да. Такого вожделенного. 3 этапа прошли гимнастки. Напряженнейшая борьба. Надо держать себя в форме, начиная с первого этапа, который прошел в апреле. Дорогие телезрители телеканала Матч ТВ, мы вас с удовольствием приглашаем на продолжение финала в 17:45. Вы увидите выступление сеньорок. Это будет грандиозно. Ну, еще немного терпения. Сейчас мы с вами увидим. И вот Ксения Савинова первая. София Терекова с очень небольшой разницей вторая. И Каролина Тарасова третья. Вот таков расклад. Поздравляем всех. Спасибо большое. С вами были Анна Шумилова и Елена Щербина. До скорой встречи с художественной гимнастикой. До встречи. Которые по центру, дайте шума! Ох, как повезло центральной трибуне, у них там есть трещотки, дамы трещат, молодцы. Ну и вот та трибуна, которая вот, ну, просто кое-как сдерживает свою энергию, даже вне очереди готовы порать, покричать. Итак, ваша очередь 3-4. Отлично, великолепно. Давайте прямо сейчас с вами вновь мы перейдем к моим любимым хлопкам. Но вы точно справились с 2 хлопками. Верю, все четко, прямо в такт, как надо. А справитесь ли вы со следующей музыкальной композицией? И здесь надо сделать 3 хлопка. Поэтому приготовьте свои ладони, поставьте их вот рядышком, смотрите на них, либо можете не смотреть, но самое главное сделать 3 хлопка. Готовы? Тогда поехали. 3, 2, 1. Итак, еще раз. 1, 2, 3. А теперь вы. А еще громче. А еще звонче. Еще успевает и танцевать. Ой, браво! Засмущались девчонки. Браво! Ну что ж, великолепно справились с этим заданием, поэтому прямо сейчас наша прекрасная Настика, наша талисмана, сейчас всем подарит свой энергичный танец, после чего мы запускаем дэнс-камеру и будем искать самых танцующих болельщиков. Поэтому, Настика, в студию! Ну, этот танец уже точно все знают. Поэтому зажигать надо как Настика. Зажигай вместе с Настикой. Зажигай лучше нее. Вот, девчонки. Ну, а здесь девчонки просто контент пилят, просто снимают. А танец будет? Нет, не будет? Не умеете, что ли? Тогда смотрите, как надо. Мы сейчас найдем. Ну-ка, девчонки, покажите, как надо танцевать. Ой, молодцы, ой. Великолепно, ищем. Ну-ка, а здесь мамы будут включаться с плечами. Великолепно. Вот, девчонки, как надо. Сразу видно, на опыте и снимают, и танцуют. Ой, ну а здесь вообще целая танцевальная группа. Зажигает. Ну а теперь мы вас покажем. Даже красная шапочка танцует. Привет, привет! Ну вы
только посмотрите, у всех какие шикарные, искренние, лучезарные улыбки. Что может быть лучше, а? А все едут кто куда. Да ладно, не беда, ведь ты еще так молода. Под березкой вдоволь про него и про любовь. Матушка, Вот такая музыкальная пауза, которой мы с вами отрываемся по полной. Русь для других занозанника. Матушка, земля, ой, О! мила березника. Вот она, смотрите, домашняя заготовочка. Русь для других занозанника. Сколько мне еще А давайте вновь покажем трех подруг, которые не могли танцевать, не хотели танцевать. Давайте еще раз, можно, если они не ушли. И тянутся города, и я в каждом из них бывал. Ну, Настя у нас в полнейшем музыкальном танцевальном экстазе, И у нас пустой вокзал. потому что это настоящий праздник спорта, праздник грации. Альфа-банк, кубок сильнейших. И у нас пустой вокзал. I don't care. I love it. I don't Так, ручки выше, влево, вправо машем, улыбаемся. I got this feeling on a summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge. I watched, I let it burn. I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into the bridge. I don't care. Великолепно. I love it. I don't care. Ну вы так посмотрите, улыбка не сходит с лица. Правильно, правильно. Не, ну этих подруг-то мы точно знаем, это трио, им только дайте волю. Что зажигать? Оп! Друзья, но этим мамам надо поаплодировать, ну просто яркие болельщицы. Хотя, мне кажется, каждый, кто находится здесь, на трибуне, и вам тоже мы посылаем лайк. Altro che ragazzino che per bambino sapeva molte cose più di me. Mi ha portato tante volte a vedere le stelle, ma non ho visto niente di Santa Fe. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 fidati di me. Pedro, 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 praticamente. Ну что же, браво, браво, браво. Давайте все-таки прекратим эту танцевальную паузу. Ну, давайте друг другу поаплодируем. Ну просто великолепные. Все сегодня готовы танцевать, все готовы сегодня зажигать. Что, в принципе, и демонстрируем. А сможете справиться с таким заданием? Вот сейчас будет рамка, будет какой-то элемент. Надо повторить элемент из художественной гимнастики. Давайте сейчас найдем первых. Вот, девчонки, привет! Повторите, пожалуйста, этот элемент, который вы видите на экране. Вот, великолепно. Просто грация, грация. Так, и четвертая мама. Вот, и наш режиссер. Точь в точь, точь в точь. Верю, верю, великолепно. Так, давайте поменяем элемент. Поменяем элемент, если есть такая возможность. Девчонки, вам вот такая поза. Вот, великолепно. Не знаешь, куда руки, да, деть с телефоном? Вот, все, разобрались. Великолепно. Здравствуйте. Хватит там сидеть в рабочем чате. Да-да, мы про вам говорим. Попробуйте повторить. Ничего себе, сразу же, браво! Меньше, не знаю, там секунды потребует. Но здесь это легендарочка, просто легендарочка. Итак, повторяем этот элемент. Браво, великолепно. Что, и вам на работе не... Можно, великолепно, браво, спасибо. Сразу видно, в теме. Так, девчонки, ну-ка, где ваши сердца? Великолепно. Так, вот он, мамы. Вот это да, вам вообще, знаете, наш режиссер подумал, что вы вообще просто-напросто
профессионалы высокого класса. Вот можете поизобразить кто-нибудь из вас эту позу? Нет, не сможете? Давайте вам сердечки хотя бы попросим, сердечки. А можно нам сердечки? Вот, можете вот это повторить? Это, ну, это самый главный элемент, да. Вот, великолепно, браво. Да, шикарно. Все. Так, девчонки, я думаю, что вы сейчас справитесь. Вот давайте следующее. Так, это уже у нас было, вот с обручем было. Ну, смотрите, ну просто-напросто усложняют. Просто усложняют с каждым разом. Браво! Аплодисменты этим девчонкам. Молодцы. Тоже есть, все, правильно. Если не разминалось, так сильно не надо тянуть. Все, верим, есть. А давайте папу найдем. Есть ли у нас папа? Вот пускай попробует так сделать. Так. Но здесь, конечно же, бесспорно, девчонки на все 100% справляются с этим заданием. Давайте найдем папу. Есть ли у нас папа на трибуне? Давайте ему покажем какой-нибудь элемент. Так, все, верю. Великолепно. Ну, вот это ничего себе! Аплодисменты! Просто лебедь. И мы вам тоже лучики добра, любви. Ну, вот сможете вот так прогнуться? Есть. Так, все, ищем следующих участников. Ну, отлично, великолепно. Спасибо большое за эту игровую паузу. Давайте друг другу поаплодируем. Но, я не знаю, такая дружелюбная, теплая атмосфера. Хотя она всегда царит здесь, в художественной гимнастике. И это благодаря всем вам, кто занимается этим видом спорта. Конечно же, большое огромное спасибо всем родителям, которые тратят свое драгоценное время. Иногда хочется даже поспать, не вставать, но все равно вы встаете, собираете своих будущих чемпионок и приводите в зал. Вам большое спасибо. Давайте друг другу поаплодируем, друзья! Но я думаю, что буквально считанные секунды остаются до начала церемонии награждения.
дамы и господа, мы начинаем торжественную церемонию награждения победителей и призеров финала Альфа-Банк Кубка сильнейших по художественной гимнастике в групповых упражнениях в многоборье среди юниорок. Приветствуем победителей и призеров! Для вручения медалей приглашаются главный судья соревнований, судья международной категории Злата Станиславовна Тулубаева, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды России по художественной гимнастике Марина Анатольевна Говорова, двукратная чемпионка юношеских Олимпийских игр, двукратная чемпионка Европы среди юниоров, чемпионка России 2020 года Дарья Сергеевна Трубникова. Бронзовыми медалями и кубком за третье место награждается команда Нижегородской области. Варвара Чибирева, Полина Корнилова, София Халисова, Валерия Клячева, Элина Хайруддинова и Дарья Данилова. Серебряными медалями и кубком за второе место награждается команда «Небесная Грация». Полина Захарова, Алина Прощелыкина, Николь Андрочи, Нелли Ревская, Кира Прыг и Анна Грязнова. Награждаются победительницы соревнований в групповых упражнениях в многоборье среди юниоров. Сборная команда Российской Федерации. Софья Лобова, Арина Лысенко, Дарья Мельник, Алена Селивестова и Анна Стороженко.
команды-победительницы приглашаются тренеры Анна Епифанова, Анастасия Максимова и Вероника Шаткова. Дамы и господа, в честь победительниц звучит государственный гимн Российской Федерации. Мы поздравляем призеров и победителей и приглашаем всех участников церемонии на общую фотографию. Спасибо! Уважаемые почетные гости, просим вас остаться впереди. Следующая церемония награждения. Дамы и господа, мы продолжаем торжественную церемонию награждения победителей и призеров финала Альфа-Банк Кубка сильнейших по художественной гимнастике в индивидуальной программе в многоборье среди юниорок. Приветствуем победителей и призеров! Бронзовой медалью и кубком за 3-е место награждается Каролина Тарасова, федеральная территория Сириус, Небесная Грация.
Серебряной медалью и кубком за второе место награждается София Эльтерикова, Москва. Золотой медалью и кубком награждается победитель соревнований в индивидуальной программе в многоборье среди юниорок. Ксения Савинова, Ленинградская область, Небесная Грация. За подготовку чемпионки к награждению приглашается тренер Евгения Елисеева. В честь победительницы звучит государственный гимн Российской Федерации. Поздравляем призеров и победительницу и приглашаем всех участников церемонии на общую фотографию. Спасибо! Уважаемые почетные гости, благодарю вас за участие в церемонии. На этом торжественная церемония награждения завершена. Дамы и господа, наши соревнования продолжатся в 18:00. Итак, дорогие друзья, конечно же, у меня есть только один вопрос. Как вам первая сессия нашего второго дня? Если вам понравилось, давайте поаплодируйте. Хоть какую-то эмоцию дайте. Великолепно. Спасибо, папа. В черной куртке. Да, я все заметил. Похлопал. Ну что ж, дорогие друзья, действительно, берем небольшую паузу для того, чтобы подготовиться к вечерней сессии, которая состоится уже совсем скоро. Буквально через час мы снова с вами здесь, в этом зале, собираемся, немножечко проведем разминку, и отправимся
в увлекательное путешествие групповых упражнений, квалификации среди сеньорок. Ну и также после этого нас с вами будет еще ожидать индивидуальная программа квалификации среди сеньорок. Вот такая программа сегодня у нас с вами. Но, друзья, давайте не будем забывать, что после этих двух программ, которые я говорил, состоится церемония награждения. После чего мы друг другу поаплодируем и отправимся домой и готовиться к завтрашнему финальному дню. Ладно, друзья, заболтался я. С вами собираемся ровно через час. 17:45. Я вас жду здесь, в этих прекрасных трибунах.